Здравствуйте. Как я и обещал, я продолжаю рассматривать международный турнир 1960 года, который проходил в Киеве. И вот почему я обещал обязательно показать вот эту вот партию, я имел в виду, вот в прошлом видео я имел в виду именно эту партию. Очень интересное вот разыгрывание дебюта. Видите, я сейчас вот часто смотрю эту позицию, ну я рассказывал там предысторию, когда вот первый раз встретился с этой идеей. Ну и часто очень смотрю на канале, то есть есть очень пару красивых, просто очень красивых партий, то есть со множеством идей вот именно на это вторжение. Но я хочу сказать, что, как всегда, это уже было все известно очень давно, то есть, в принципе, как говорили, вот раньше я, то есть, фразу запомнил, но я не буду говорить, когда это все говорилось, но как назвали, это одну из идей назвали в честь там, какого-то тоже спортсмена, который играл, давайте будем так, шашиста, который играл, это все достаточно часто, ну или там его партия это популярно было, наверное, ну вот потом выяснилось, что это уже играли там 20 лет назад, кто-то уже давно играл и применял вот эту идею, то есть такое может быть. И вот тут тоже по этим партиям, я, кстати, думаю, что вот эта идея может и не в этой партии, то есть первоначально было, а в каких-то еще других партиях, то есть давно, может даже в чемпионатах Советского Союза, может голландцы играли. Ну вот, я думаю, что, видите, это 60-й год, то есть я показывал все более современно, а это 60-й год, вот, именно вторжение. То есть все давно было, я думаю, что до нас всех известно, ну и то, что мы сейчас изобретем, кто-то сыграет, ну, может, давно было известно. Ну, пусть на меня не обижаются, такая моя ремарка. То есть многие идеи, на всякий случай, уже давно игрались, и очень полезно, я вам хочу сказать, что очень полезно изучать вот старые партии, и там очень много полезного будет. Так, давайте вот посмотрим эту партию. Лев Слободской играл и Сыр Куперман. Лев Слободской белыми и Сыр Куперман черными. Вот я хочу сказать, что Льва Слободского я еще вот видел даже в игре в 2002 году. В 2002 году в Якутске. Мы еще там чуть-чуть даже, я помню, что общались. То есть играл он там, кстати, ну, нормально еще играл. То есть он уже так в возрасте, насколько я помню, был. Ну, играл еще достаточно хорошо. То есть он за Израиль тогда играл, насколько я помню, если я в чем-то не ошибаюсь, правда. Ну, я думаю, что все так было, но я его помню, вот в лицо как раз его помню хорошо, достаточно. Хотя, вот, наверное, один раз, я все-таки видел его один раз. Хотя тоже такой момент, что могу ошибаться, но, по-моему, один раз вот именно в Якутске. Так, 35-30, 20-25, ну вот начиналась партия. 44-40, 50-44, 10-15, ну вот продолжение. Здесь, конечно, покуда вот ставить страшно, но и я думаю, что может, вот я позицию, честно говоря, даже не анализирую, но ставить страшно. Почему? Потому что все-таки 5 нападений и защит может явно не хватить, и всего 4 защиты. Поэтому, естественно, покуда вот такие вот ходы делают, 21 выстраиваются, то есть 11-17, 44. Ну и вот здесь вот уже надо что-то выбирать. Вот, конечно, черные так интересно достаточно. Я вот говорил, что очень интересно, тоже Сыр Куперман играл. То есть у него какое-то сочетание вот этой, то есть игры именно в шашке 64 или в русские, как нам правильно все-таки здесь в русские будет называть, потому что это 1960 год, давайте я буду русские все-таки называть. Мы привыкли вот в это время, вот советское все-таки русские. Сейчас уже, если более поздние партии, давайте буду шашка 64, когда упоминать. Это, наверное, будет правильно. И вот здесь вот у него именно есть в игре, вот, как я уже говорил, такое сочетание русских и стоклеточных шашек, и вот свой колорит, конечно, вносит очень сильно вот это сочетание и много интересных очень идей. Так, 29-23. Вот здесь вот какой момент?
может быть. Если 32-28, то все-таки на этот ход может быть ход 31-27. Ну и вот, видите, несмотря на сочетание, вот так вот играют, но играют так, как я уже говорил неоднократно, когда именно много шашек, потому что когда меньше шашек, то есть может сказаться сочетание вот это, именно в отсутствии шашки 23. И грозит, ну не грозит, точнее сказать, хотят разменяться. Ну, такая нормальная позиция игровая будет, интересно. Если здесь вот кажется, что можно как-то выждать 49, то есть вот интересно ход 49. И уже большая проблема очень с вторжением на 23 именно вторжением. Потому что может быть так, как в партии, конечно. Но на 23, естественно, вы уже не вторгнетесь, потому что вот будет именно 22-27. Именно вот я думаю здесь, честно говоря, 7-11, ну, наиболее такой приемлемый ход, если хотите поиграть на слабости. Но вот момент, который был в партии, конечно, вот сейчас я бы играл, то есть на 23 вот так вот вторгался, и играл бы эту позицию. Позиция достаточно интересная. И я думаю, кстати, интересная поигра очень была. Почему он не сюда пошел? Ну, решил он поэкспериментировать с ходом 24. Ну, в принципе, то есть, я вот думаю, если мне кто-то укажет еще, может, какие-то даже более ранние партии есть. Потому что я вот уже встречал даже в 70-х годах, так вот вторгались, кто-то, видно, то есть какая-то была, может, даже какая-то классическая партия, возможно, то есть кто-то мне это скажет, и я бы посмотрел эту партию, честно говоря, потому что вот вторжение это всегда интересно. Хотя вот здесь вот партия, конечно, он проиграл, ну, достаточно быстро, я считаю, но все-таки это все очень интересно. 5-10. Ну вот такой нестандартный ход, видите, он рассчитан, именно рассчитан на что? То есть рассчитан на расчете. Почему? Потому что уже 14-20 то нельзя нападать, и сюда куда-то тоже. Ну, выходить-то можно, в принципе, вот эти удары не проходят, но тут какие-то могут быть нюансы. Нюансы, конечно, могут быть 49, потому что сейчас ходит, то есть уже выйти не выйдешь. Ну и вот достаточно интересно, то есть расчетный ход, я бы сказал. И достаточно, наверное, может и глубоко он посчитал эту позицию. Потому что вот я, например, сейчас, чтобы сказать, что я тут вижу много, ну, не скажу это. Мне еще одно хочется кое-что сказать, ну, это я уже как-нибудь потом тут по поводу, ну, это не по поводу наших шашистов, тут есть нюанс, я как-то вспомнил. Там по чуть-чуть по другому поводу, ну, не буду говорить, ладно. Когда-нибудь потом. Через некоторое время. Так. 5-10. Значит, 49-44. Может быть, конечно, но, понимаете, сейчас, вот если с той точки зрения, видите, почему расчет, я говорю, что если с той точки зрения, вот я сейчас глупость, наверное, скажу, но вторгаться, допустим, на 28, понятно, не вторгнешься, именно на 28 оставить вот эту группировку, тут 31-27, то есть. А дальше идет именно вот 7-12 и расчет идет. Кстати, здесь интересный ход был, наверное. Наверное, интересный ход был, сейчас вам покажу. Вот на 27. На 27 еще такой вот кривой ход, можно сказать. Но вот это считается он интересный, но кривой все-таки ход, я считаю. И вот это бы интересная, кстати, позиция здесь была. То есть, ну, меняться здесь, как вы понимаете, комбинация вот такая есть. Сюда. То есть, меняться не поменяешься. А если вот, допустим, сюда разбивать, то есть, остается, наверное, более-менее приемлемый ход на 23, но вот 31-27. Интересно было бы игра, кстати. Вот я бы блиц когда-нибудь поиграл, кстати. Наверное, такую партию бы не проиграл, но блиц бы проиграл. Очень интересно, кстати, было бы. Может 38, может 39. Так, 38, интересно, можно ходить или нет?
38, дело в том, что если бы здесь шашки не было, оно на пятерке, понятно, был удар такой. 38, я имею в виду, вот этот удар 15, сюда, сюда, сюда. Но здесь же бьют на 5. Но вот эта вот позиция интересная была бы. То есть 49, 44, 7, 12, 39, 33, и вот здесь момент такой был. Но вот что я хочу сказать, что все, наверное, серьезно были настроены здесь поиграть, именно международный турнир. Правильно делали, что международный турнир именно не на результат играли, а на какой-то творческий, то есть результат, я бы сказал. И вот приходили сюда. Здесь вот, конечно, много бы разменов было. И, кстати, самое интересное, может, чего-то и побоялся Лев Слободской. Давайте вот посмотрим. У меня есть тут мысли кое-какие по поводу этой позиции. То есть напасть, вот хочется все выбить здесь. Почему? Чтобы ослабить фланг. То есть 3-9. Конечно, 4, но я думаю, что 3 правильно. Чтобы здесь шашка все-таки оставалась, хотя тут тоже, по большому счету, то есть тройка, наверное, ничего не влияет. Вот 39-34 здесь бы, наверное, ход был. Возможно, вот эти вот бы позиции играли, но очень стрёмно, конечно. Молодежное такое слово, но стрёмно играть вот это. Но есть вот эти варианты, конечно. Бой на 23. То есть здесь, вот интересный момент. Мне что-то казалось, что 38-33 сразу играть можно. Почему-то мне казалось. Но вот здесь 17-21 идет, и на этот ход, видите, ослабляют окончательно. То есть вот этого хода нету. Но хочется, вот если издали считать, то хочется этот ход сделать. Вот 39. Вот понятно, что неохота совсем ослабляет этот фланг. Кто-то скажет, что 39, сюда на 30. Нет, здесь совсем ослабляется фланг. Так я, в принципе, не хочу тут играть. Хотя 39, наверное, кстати, 39. 39 та же идея. Практически. Единственное, что здесь можно на 27 вот поменяться. Но 27-то ослабляет фланг очень сильно. Конечно, надо на 27 меняться и очень сильно ослабляет фланг. Кстати, я на 4... ну да, 4 хожу сюда и без шашки практически. Ну да, вот эта вот позиция нехорошая у белых. Так, 39-33. Ну, сейчас я покажу, как он проиграл тут. Здесь уже, идти сложно с этой позиции. Здесь сумасшедшая чуть позиция. Не знаю, детям показывать, не показывать, конечно. Но, может, и будет полезно. Другой взгляд на шашки. Это всегда полезно. На 27. Я вот специально не задерживаюсь на этих ходах. Вот если где-то будете показывать, допустим, молодежи, то тоже сильно не задерживайтесь. Почему? Чтобы вот, не играли эти группировки, конечно. Группировка ужасная. Мне больше вот эти вот, перед этим, честно говоря, интересовали моменты основные. 48, 16 и 24, 19. Но вот здесь самое интересное, что здесь-то непонятно, куда ходить. Программа, у меня, кстати, смотрел через программу, почему-то выдает вот этот ход. Но вот здесь вот, не знаю, у меня сразу почему-то в голове выдает вот этот ход, и я, честно говоря, играть не хочу эту позицию дальше. Наверное, ее можно играть, но надо меняться, но вот это что это за позиция, то есть не хочу играть ее абсолютно, честно скажу. То есть 24-19, конечно, логичнее все. Если сюда, то, наверное, вот эта комбинация, я даже не смотрел, да, комбинация вот эта выигрывает. О, и много сбивают, видите, даже не видел, но это чисто интуитивно тут большинство. Тоже мне сказалось, что это маленькая доска, почему-то опять сказывается вот все. То есть не все я вижу, честно говоря. И так, вот ходы остается 24-19, и здесь достаточно четкий расчет, я считаю, что достаточно четкий расчет. И вот на 24, и сейчас ходов-то нету, 9-14, вот, ходов нету абсолютно, видите. Надо было еще здесь так, наверное, ходить, я думаю. Кстати, комбинация, наверное, так. 38 он пошел.
А здесь 37, наверное, комбинация будет. Давайте я сейчас покажу ее. Да, комбинация будет, конечно. Так. Вот это вот комбинация. И 13-19. Так. Здесь на 6, кстати. Что она, может, она не такая хорошая, как я думал. Да, сюда надо 19. Да, если... Ну, надо, скорее всего, 36 тут, и потом сюда. Но, может, она не такая хорошая. Видите? Я, наверное, не сильно прав. Может, комбинацию не надо проводить. Если сюда, то 21-27. Понятно, что здесь совсем плохо. То есть сюда я здесь хожу сюда. Вот. Такая нехорошая позиция. Не знаю, чем... Может, какие-то нюансы есть. Ну, допустим, в практике, да, там какие-то нюансы тоже есть. Непонятно тоже оценка этой позиции. Но в практике, наверное, может, не смотрел бы. Но так или иначе, здесь есть не 41, здесь есть вот этот 36, 31, и потом размен. То есть, и поэтому вот в расчете позицию сразу это не смотрел, если честно. Так, давайте посмотрим. Ну, здесь есть, конечно. Здесь есть, так, ну вот 15-20 давайте поставлю вопросительный знак. Это уже я тут находил, будем считать. Наверное, 10-14. И позиция, конечно, очень плохая. Я объясню, почему очень плохая. Тут может даже какой-то момент. Так. Честно говоря, может еще и не 10-14, может подождать с этой идеей. То есть 6-11 поставить. Я имею в виду, что я вам сейчас просто расскажу моменты, это основные планы. То есть может 6-11 подождать и именно вот с этой идеей подождать. 15-20. Потом поменяться и сюда. Это возможно. Ну давайте, давайте посмотрим 10-14. Позиция, честно говоря, очень плохая. Почему? Потому что вот рогатка вот эта вот, да, даже если вот поменять 6, да, 6, допустим, пойти и поменять было назад, то вот эта рогатка очень, ну, нехорошая. Тут как-то надо ее пытаться менять на 29, 42 и так далее. То есть позиция, ну, совсем нехорошая. Здесь есть просто может пойти, я не знаю. Давайте посмотрим, что здесь. Ну да, эта позиция плохая. Давайте вот так вот просто эту шашку попытаемся забрать. Так, тогда вариант, наверное, есть 35-30. Сейчас посмотрим, что здесь будет 35-30. Ну, здесь 35-30 есть такой вариант и напасть. Ну да, тоже, я думаю, что все проиграно. Тут ничего не найдешь за белых, то есть проиграна позиция, естественно. То есть поэтому он и не сыграл. 38-33 достаточно четко он выиграл здесь. Видите, темпа нету, и получается просто удар. Вот такая вот партия была. Ну, не знаю, насколько вам интересно, но мне очень интересно вот этот момент, конечно, с 20. Люблю вот это вот вторжение. И проигранная, и выигранная партия. Я считаю, что здесь вот партия именно много дает в плане вот разыгрывания позиции вот именно с этой группировкой. Поэтому, наверное, я думаю, что полезно вам будет посмотреть кому-то. Ну, я не знаю насчет детям там маленьким давать каким-то, может, со вторыми, с первыми разрядами, я не знаю. Это очень сложный момент. Ну, и если давать, как я уже говорил, вот там надо где-то очень быстренько показывать. После этого, после середины, здесь вот надо где-то с этого момента, наверное, вот с этого момента надо очень быстренько показывать. И вот до вот этих вот интересных позиций 24-19 и так далее. До новых встреч!